Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале, где легко, доступно и очень вкусно готовить. Сегодня у нас рецепт самого моего любимого хлеба, который я просто обожаю, который может храниться очень долго, не черствеет, он очень мягкий, приятный. Ну, что рассказывать долго, если вы попробуете этот рецепт, вы сами в этом убедитесь. Смотрите, какой он шикарный, он мягкий, душистый, и можно приготовить его в различных вариациях. Я буду готовить ржаной хлеб. Поэтому мы берем белую муку, и я взяла еще ржаную муку. Можно ржаную заменить на пшеничную. Я еще добавила сюда отруби. Самое главное, нужно соблюсти, чтобы сухая масса была ровно 450 грамм. Теперь нужно все просеять, чтобы мука насытилась кислородом. Вот у нас уже сухая смесь готова. Теперь мы делаем так называемую жидкую часть нашего теста. Берем количество воды, у нас 300 мл. Для белого хлеба это будет 250 мл. Добавляем сюда соль. Ну, я делаю немножко побольше соли. Я беру 1,5 чайные ложки на 300 мл и 2 чайных ложки меда. Да, постарайтесь добавить все-таки мед, а не сахар. Теперь возьмем дрожжи. Я их немножко раскрошила, если есть такая возможность, если они не слишком мокрые. И добавляю в эту жидкую смесь и очень хорошенько все перемешиваю. Также нужно добавить сюда растительное масло, такое, которое вы любите. Если вы не уверены в свежести дрожжей, тогда второй вариант. Из 300 мл воды, которые положены на рецепт, вы отливаете немножко воды в дрожжи и ждете, когда получится пышная шапочка. И потом уже в последнюю очередь мы добавим наши рабочие дрожжи, которые растворились, хорошенько поднялись уже в жидкую часть для теста. Но можно тесто также завести в хлебопечке, только поставить на режим теста. Продолжаем замес теста обыкновенный, вручную. Соединяем обе массы. Можно в это же время добавить сюда кориандр, семечки, ну и еще любые другие добавки, которые вы хотите. И начинаем вымешивать тесто уже на рабочей поверхности. У меня для этого вот такая вот хорошая есть досточка специальная. Насыпаем муку и начинаем вымешивать тесто так, чтобы оно начало отставать от рук. Смотрите, у меня уже тесто буквально через 5 минут оно сформировалось. Накрываем его чашкой и оставляем, чтобы оно поднялось ровно в 2 раза. Когда у нас подымется вот так вот тесто, или же тесто будет готово уже в хлебопечке, мы сделаем вот такой вот прямоугольник. Потом его сложим конвертом, соединим все уголочки. И будем вот так вот крутить его пальчиками, подворачивая. Смотрите внимательно. Это очень быстро делается. Самое главное, сделайте первый раз. Потом у вас получится все замечательно. Но сначала, может быть, будет корявенько, но ничего страшного. Смотрите, чтобы донышко у вас было уже без всяких заломов. Чашку, которую вы накрывали тесто, смажьте растительным маслом. А теперь, когда у нас уже хлеб сформирован, мы берем противень, застилаем его пергаментной бумагой, выкладываем заготовку нашего хлеба и накрываем чашкой, смазанным растительным маслом. Ну вот, смотрите, у нас уже через полчаса хлеб поднялся. Мы можем сделать красивый надрез и ставим в духовку на 25 минут на температуру 210 градусов. Когда хлеб испечется, я заворачиваю его в полотенце и оставляю остывать. А затем храню его просто в обыкновенной кастрюльке. Или в полотенце, или без него. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам видео понравилось. До новых встреч! Удачи вам, друзья! Будьте здоровы! Пока-пока!